Уважаемые зрители, мы приветствуем вас на нашем канале. Сегодня у нас совместный выезд, много машин подобралось. Ну и есть у нас даже сегодня и тяжелая техника, Татра 815. С манипулятором. Да, кстати, хозяин этой машины, Сергей, наш коллега, манипуляторщик, видит Бог. Я отговаривал его, но он сказал нет. После того, как был выпуск совместный Combat Crew с каналом Двигатель, на котором опозорили Татру, он не может этого вынести, поэтому он поедет с нами. Посмотрим, что из этого получится. Также у нас есть ZIL Custom Truck Russia и ZIL Space Truck. Как мы вам и обещали, наш Урал 375 это абсолютно серийная машина. Никаких заварок, никаких блокировок. Так как она вышла с завода, мы ее таким образом и продолжаем тестировать и выставлять против этих монстров такой спецтехники, как ZIL 4972 компании Space Truck, да. И ZIL на заварках. Да, и надо отметить, что ZIL ребят из Custom Truck Russia, он сейчас, и они дополнительно заварили еще передний дифференциал, средний у них был заварен, и они переделали ходовую часть под установку большой резины И-159. Там у них было много переделок, но молодцы, быстро справились. Теперь это настоящая имба на бездорожье. И вот нашему стандартному Уралу предстоит сегодня сразиться с этими монстрами спецтехники и самоделок. Ты же не пасанешь? Да, мы постараемся. Ну, также едут с нами и стандартные машины. Это обычный ZIL 131 и ГАЗ-66 с Кунгом. Надеемся, погода не подведет, хотя сегодня обещали дожди. Поехали, дождь. Да. Ну что, сегодня мы собрались на очень интересный выезд. Я думаю, мы сегодня покажем всем, как нужно ехать. Хоть и Сережа, конечно, надеется на свой опыт, но я думаю, мы сегодня превзойдем даже ихний Урал. У нас сегодня, скорее всего, победит, конечно, 131 на заварках. Но я посмотрю, если что, я ему там подкручу пару гаек, чтобы как бы не последним прийти. И нормально будет. Нормально я себя ощущаю, все хорошо. Прекрасные машинки, прекрасная погода, все сегодня утонут. Все будет замечательно. Что? Как говорится, увидите все своими глазами. Дожди неделю трассы нам готовили. Вот, я думаю, будет интересно всем. Сегодня наступил великий день. Грузовой оффроуд в поселке Вырица среди наших друзей. Ждем. С Пензы приехали. Посмотрим. Нас позвал Андрюха с Space Truck покататься. 1500 километров через Москву от Пензы ради этого дня. Так что ждем много ожидающих впечатлений. В Пензе такого нет. Ради этого можно приехать в Питер. Татру нельзя последнюю оставлять. Я предлагаю Татру пустить, на самом деле, за ZIL-ом. Вот за этим. Он самый тяжелый, и он максимально сможет помочь ей. У нее проходимость Двойной сцеп. Да, и мы в двойной сцепке, если что, его потащим. Потому что, ну, автомобиль тяжелый, сколько? 400 тонн, по-моему, говорит там. Да. Ну, очень тяжелый. И даже Вообще Андрюха... авантюра какая-то. Да. Вообще авантюра. Тихо, мы приехали в наш райончик, на нашу дорожку любимую. Вот на этом замечательном аппарате, 131-м ZIL с двигателем. Как двигатель называется? 245. Вот, двигатель D245. Хороший двигатель, экономичный. В принципе, тянет. Все супер, короче. Деньги знаю. Друзья, еще есть одно замечание. Так как мы выезжаем все-таки на такое тяжелое бездорожье на Урале 375, мы решили все-таки машину немножко доработать. Вот опыт как раз поездки с Combat Crew показал, что передняя лебедка нам жизненно необходима. Можно, конечно, делать там всякие хитрые схемы, ставить лебедку в базу, там гидрифицировать ее, выводить трос вперед. Но мы решили пойти по другому пути, так как мы все-таки стараемся сохранить оригинальность автомобиля. Были в Советском Союзе автомобили Урал 375 с лебедкой в переднем бампере от ZIL 131. Это были эвакуаторы, в том числе Kettle. И один из наших подписчиков из города Тайшета, наш коллега, который тоже занимается такой тяжелой эвакуацией. У него КРАС 260, там дооборудованный дополнительными лебедками. Спасибо ему огромное. Он нам выслал специальный ком, именно большая редкость под коробку ЯМЗ 204.
именно для дооборудования Урала бензинового передней лебедкой от ЗИЛа-131. Поэтому, как только у нас появится более-менее свободное время, мы обязательно займемся этой модернизацией. И пожалуй, это будет такая единственная, наверное, у нас доработка нашего бензинового Урала, которую мы хотим сделать. Шуганулись, думали, или колесо пробили, или что, откуда-то воздух поет. Ложная тревога, едем дальше. Я хочу со стороны посмотреть, предлагаю Роме сесть за руль, а он, подлец, не хочет, да? Мне со стороны интересно посмотреть, приходится все время рулить, вот такая вот незавидная доля. Посмотрит на телевизоре вместе со всеми. Катра едет. Пока Татра себя хорошо зарекомендовывает, но тут глина, основание твердое, а она тяжелая. Посмотрим, что дальше будет. Все в сборе. Все в сборе, да. Сегодня яркий и бэкстейдж. Да, операторам тоже нужно немножко славы. Тоже нужно светить время определенное. Да. Нормальный асфальт. Ну сейчас поездка идет успешно, пока никто еще не застрял. Даже Татра справляется. Но я чувствую, сейчас будет интереснее. Вот. Асфальт заканчивается, ребята.
только надо, чтобы назад немножко стать. Ребятки, мы маленько решили поменять трассу. Тут угол поворота очень здоровый, наверное, градусов 110. Поэтому мы его слегка срежем по канаве. А крепышу, конечно, надо повыпендриваться маленько. Серег, давай! Кружочек вот так. И погнал по новой. Сережа, давай! Ну это было очень легко. Только что-то я уперся, я не понял. Задним поперечной рамы, наверное. Даже слышал такой ударчик небольшой. Небольшое застревание, асфальт закончен. Ну, Андрюха застрял. Представляешь? Но это рабочий момент. Как раз цепляем лебедку. Посмотрим, как с лебедкой будет дело. Всякое бывает в дороге, друзья. В принципе, это обычные моменты на бездорожье. Никто не застрахован. Мне на самом деле, я задним свесом частенько цепляю, потому что машина длинная. И сейчас я из-за этого присел. Я вылез когда назад, я думаю, ну надо же пройти. Ну не получилось. Ну благо у нас есть деревья, есть лебедка, я думаю, ничего страшного. Поедем дальше. Не, ну Татру мы туда загонять не будем, это понятно. Зачем нам эти проблемы? Давайте, наверное, проедем какое-то расстояние, а там уже, ну, до более серьезных и интересных мест. А то надоел этот легкий оффроуд. Пока едем без особых приключений. Одно место специально для себя препятствия придумали, вот срезать там угол на дороге через канавы. А так, в принципе, дорога пока, ну, глина, поэтому едем все уверенно. Лужицы здесь маленькие, до нормальных лужиц мы еще не доехали, но все еще впереди. Оставайтесь с нами. Ребят, ну пока все идет отлично, даже Татра
не пасует. Единственное место, где мы проехали, там срезали угол. Вот там он сказал, конечно, не поедет. Но в целом я доволен. Молодец, Сергей. Не пасует. Мы обычно, когда снимаем подобное видео, там, эвакуации или покатушки, у нас дождь, снег идет. Ну, зачастую погода очень мерзкая. Но когда приехали сюда, мы ехали реально 2 часа в дождь. Так поливало сильно. А сюда приехали, все. Ну, не то, что солнышко вышло, но, по крайней мере, не мочит сверху, это уже круто. Еще километра 4, я думаю, мы проедем по этим дорогам. А там шашлык, машлык. Кто-то спать останется здесь, кто-то дальше поедет. Так что все будет по красоте. Вот не люблю ездить ходами, где это не нужно. Есть такое правило хорошее. Раньше были соревнования Camel Trophy. Как там говорили инструктора, скорость нужно выбирать такую, чтобы было настолько быстро, насколько необходимо, и настолько медленно, насколько возможно. Вот это золотое правило. Даже вроде бы вот, ну, простая дорога относительно, там ГАЗ-66, вон впереди с ЗИЛом-131 едут легко, не напрягаясь. Ну, бревна, лежат просто бревна. Начинаешь где-то давить на газ и просто в какой-то момент ловишь бревно. Как оно там встанет, вообще непонятно. Может, поддон упрется. Ну, вот как у нас была покатушка, когда вырвали маслопровод на ЗИЛе-157 у Андрея, когда полгода назад ездили, и мотор в результате потом стуканул. Поэтому не надо спешить никогда. Друзья, подруги, коллеги, соратники, наконец-то мы добились стабильного отрицательного результата от Татры. Грунт, на который, дорога, по которой мы едем, маленько изменился, стал более мягкий. И у Татры начались проблемы, что, в принципе, следовало ожидать. Сползает в канаву, но так как все спасатели Петербурга и Ленинградской области сегодня здесь, поэтому ему очень сильно повезло. Мы сейчас его быстренько чик-чик поставим на дорогу и поедем дальше. Все прошли на низком давлении, плоские следы такие, а Татра начала зарываться. А сейчас пытается отжаться аутриггером, но уже получается спасательная операция. Самому уже не выбраться. Как я тебе расскажу? Мы строили, наконец построили. И сколько нам еще до разворота? Ну, на самом деле, как только съехали с той глиняной дороги, вот на эту дорожку, она мягче, у нас сразу начались проблемы с Татрой. Ну, вот в результате, вроде как, ну, спереди ехали, вообще никаких проблем не видели. Вот, Татра замыкающая шла, и оказывается, она уже давно идет с нарезанием колеи, такой нехилой. И вот здесь она совсем присела. Операция эвакуация. А что, давай потянем и все, он выйдет. Ну давай попробуем. Сначала аванс бери. Ну вы же знаете наши расценки. Чё? Так тогда никто не уедет. Ну это мы посмотрим. Ладно, давай сейчас я буксиром попробую.
Если не получится, мы наискосок через дерево. Сильнее! Смотри, пошел, пошел, пошел! Подкапывать надо, по-другому не получится. Нет, мы ничего никогда не вырываем. Только если вы захотите это, мы вырвем. Это самое, так что, может, надо просто подстроить передние колеса хотя бы? Хотя бы, начнем с простого, да? Да, начнем. Я говорю, может, просто подстроить передние колеса? Ну, потому что режет колею-то вообще нормально. Зил подошел уже. Сейчас попробует на буксир взять. Если не получится, уже тогда через лебедку как-то. Слушай. Собственно, что сейчас произошло? Я развернулся на довольно широкой дороге. Было как-то я развернулся на тропинке в лесу. Было 2,5 метра шириной. Я это сделал. Благодаря равному расстоянию между осями у нее то перед, то зад зависает, и перед, и зад рулится. Можно развернуться в очень узком месте. Колеса выкручивай! Вправо, вправо выкручивай! Как скучно, смотри, какой контент. Зритель в восторге будет. То, к чему как бы мы, собственно говоря, и шли, к тому мы и пришли. Татра засажена, каждый показал свои способности. Андрей показал, что у него есть трос на лебедке, блоки. Серега кричал, как обычно, ты туда, ты туда. Все будут счастливы. Цепляй! Цепляй! Дави, дави, дави! Нормально. Пальцем вверх. Я предлагаю все-таки на Татре немножко приспустить колеса, иначе мы будем сейчас через каждые 5 метров такой фигней заниматься. Я не понимаю, что там за упорство такое. Пробовали его сначала просто вытаскивать, он резал канаву дальше и
так и не выходил из нее, поэтому применили систему блоков и вытащили его на дорогу, можно сказать, волоком практически. Сейчас будем пробовать ехать дальше. Я рассказывал сейчас о том, что на каждую лебедку трос не просто наматывается, там, подержи, Вася, я сейчас тут включу лебедку, мы намотаем. А при определенном усилии. Если технология намотки нарушена, то в дальнейшем будет неприятный сюрприз. Эта лекция была сейчас прочитана специально для нас. Спасибо тебе, Роман. Спасибо большое. Видно восхищение в глазах. Смотри внимательней. Андрейка молодец. Андрей, да, действительно молодец, что оставил себе этого прекрасный этот автомобиль. Ну хотя бы вживую увидим, как он катается. Что он может. Да сравним. Ребят, Татру вытащили, все удачно, но проехав 15-20 метров, она опять, скажем, порезала дорогу и не может передвигаться своими силами. Доминирование спущенного колеса над обыкновенным. Вот и все. Не надо стесняться. Есть возможность, обязательно спускайте. Ты это снял? Господа поклонники Татры, без комментариев. Это чемодан без ручки. И бросить жалко, да? И нести неудобно. Я полностью поддерживаю Сергея. В данном случае Татра, конечно, значительно проигрывает. Но есть Татры на односкатных колесах и системой подкачки. Я думаю, она никому не уступит из нас. Приобретайте автомобили те, которые вам нужны для той или иной, там, скажем, работы. Здесь спарка не работает. Потому что связи должны быть не только половые, Володя. Вот так. Там случайно так получилось, подкинули нам. Говорят, есть вариант, вам надо, нет? Дальнейший путь попробует продолжить всего 3 автомобиля. Наш Урал, ЗИЛ Custom Truck Russia и Андрей Спастрак. Потому что дальше начинается вообще торфяник. Не знаю, попробуем, что из этого у нас выйдет. За Татру теперь можно не переживать. Вот, конечно, все это было предсказуемо достаточно. Сравнивать нужно все-таки однотипные машины. Вот, так что если кто-то хочет действительно выехать, посоревноваться, ну, милости просим, но только не на двускатной резине. Вот, потому что тут сразу нет. Это, ну, зачем? Понятно, что таскать за собой машину придется. Если внедорожная нормальная резина, односкатная, то тогда да, тогда можно пробовать. Давай, нормально!
все понятно. Он просто с ручника забыл его снять. Родная, любимая лопата. Поехали. У Сережи не получилось с первой попытки проскочить эту яму, поэтому сейчас ребята его вытащили назад. Я маленько шлифану берега, и все получится. Если не получится, то мы лебедкой протянемся вперед, дабы не задерживать никого. Цепляем лебедку, как я и говорил. Что сейчас, камень? Надо, чтобы кто-то посмотрел, как трос будет наматываться, чтобы там, ну, не перекинуло. Стой, назад! Назад! А он с подшипниками? Ну, у вашего шансов больше. Посмотрим, эта ступенька, как ему покорится. Какую-то тактику новую избрал. Видать, это натяг или как она правильно? Но что-то без брызг в этот раз. А вот в болоте прям он уже козырнул. Получается пока. Цепанешь? А что, я бампером упираюсь и все. Так, ты размотать можешь чуть-чуть? Да. Это младшая категория в спорте. Андрейка на своем знаменитом зелье тоже подзастрял маленько. Так что сейчас мы вот цепанем. Как показал этот опыт, не только Урал застревает, но и ЗИЛ застревает. На березу перевесим. Все, да? Давайте мне перчатки. Мы случайно, значит, нашли эту дорогу. Вот, и она очень полюбилась всем нашим знакомым джиперам. Вот, все наши знакомые спортсмены и любители приезжают сюда вот, отвести душу.
Вот. И мы первый раз сюда приехали с нашей компанией на грузовых машинах. Вот сегодня посмотрим, что из этого выйдет. Повисли примерно, я так понимаю, в районе раздатки. Самой раздатки уперлись в этот, скажем, слишком уж крутой перевал. Колеса передние и задние провалились в торф. Ну, естественно, замылились. Поэтому пока немножко висим. Но я думаю, это не критично. Сейчас лебедочкой подцепимся и поедем вперед. Отдохни! Да, мы наконец нашли точку, где этот ЗИЛ перестал ехать. Ура! Потому что это, конечно, ну, монстр. Чего уж там говорить. Хорошо, что у Максима есть задняя лебедка, которую мы сейчас размотаем. Сережа на Урале сюда не поедет. Да, что ты говорить, Сережа на Урале? Тут даже я не пройду, не то что проехать. Первый раз приедем по дороге. Еще едем. Хотя бы озеро будет валяться. Ну там просто несколько деревьев, правильно? Что ж, ну вот мы покатались. То есть для нас это в диковинку. То есть все было в первый раз. Незабываемо. Куча впечатлений. Пределы проходимости у этого ЗИЛа найдены, но справедливости ради надо сказать, что ровно год назад здесь пытался проехать Бека на крузаке своем 80-ке. И здесь он точно так же лебедился и полз на лебедке все время. То есть реально здесь очень сложный маршрут, вот этот последний километр до озера. И практически не проезжаемый. Ну, наверное, только если для квадроциклов. Но есть одна небольшая ошибка. Ребята балластировали себе кузов. Ну, развесовку пытались выравнивать. Мне кажется, если бы не было этого металла, ну, где-то тут порядка, наверное, тонны, а может даже 1,5 в кузове, то было бы легче ЗИЛу. Хорош, давай колесами по тебе. Давай еще назад. Сколько можешь? Там трос нормально все? Да. Это лед, да? Он без льда. Интересный эпизод в сегодняшнем дне. Мало того, что ЗИЛ на больших колесах заехал дальше всех, так еще умудрился развернуться. Но, конечно, задняя лебедка помогла и передняя лебедка. Сам бы, конечно, не справился. День шел, все казалось лайт, легко. А потом раз, и резко стало так, что вообще полный трэш. Как сказал Серега, мы с одной-то машиной тут отдохнули на этом болоте вот так. А прикинь, если 3 засадить на одном пятачке. Так что я думаю, что мы на Урале тут пробовать себя не будем.
Друзья, пока у нас выдалась свободная минутка, пока ребята там разворачиваются, перегруппируются для того, чтобы ехать обратно, мы хотим ответить на некоторые вопросы наших подписчиков. Был дан такой вопрос, что вы вот имеете какой-то многолетний опыт использования тех смазок, которые вы рекомендуете? Нет. Ответим сразу. Естественно, такого опыта мы не имеем. Просто для нас это тоже некий новый опыт, скажем так. И, естественно, если брать какие-то мировые лидеры, то с ними очень тяжело тягаться, даже в плане того же ассортимента. Естественно, существуют всякие специализированные смазки, но проблема в том, что они официально на российский рынок не поставляются, либо поставляются в крайне ограниченных партиях, по спецзаказу и так далее. Компания Смазка.ру в этом плане, она имеет большой ассортимент именно специализированных смазок, которые есть в наличии. И, скажем, для нас это тоже некий новый опыт. Мы советуемся, какие смазки специализированные можем применять в тех или иных узлах. Ну вот на данный момент мы хотим попробовать такую смазку, которая называется смазка 4217-2 от компании Смазка.ру, и ее специализация заключается в том, что она имеет повышенные водоотталкивающие свойства, то есть в ущерб каким-то, естественно, другим характеристикам ее, например, нельзя использовать в ступичных подшипниках по вязкостным своим свойствам, но она была разработана именно специально для тех узлов, которые подвержены повышенному вымыванию водой. Пальцы рессор, наконечники, да? И наконечники, пальцы рессор. Крестовины, которые, в свою очередь, погружаются в воду. Вот, поэтому мы, соответственно, также это все тестируем и делимся с вами каким-то своим опытом, не более того. Ну, пока у нас выдалась сейчас как раз такая свободная минутка, мы сегодня много ныряли, и мы прошприцуем наши блоки, которые мы использовали, и пальцы рулевых тяг. Ну что, друзья, сначала мы наказывали дорогу, а похоже сейчас нас дорога наказывает. Справедливость есть. Компания Зил-Зил представляет вырез и трофи. Грузовой оффроуд. Вон, видно. Мы засняли там. Как-то неожиданно легко. Ну вот разная техника, она все равно нет универсальной, да. Зилу было в этой яме очень тяжело. Я имею в виду Зил Спастрак 49-72 Зил, потому что эта яма, она вот как ложбинка, четко под него. Под передний свес, чтобы по геометрии, под передний свес, чтобы на нем повиснуть, и под задний одновременно. Вот. И плюс не очень, честно говоря, большие углы въезда и съезда на этой машине. В этом плане по геометрии у нее далеко не лучшие показатели. И вот получается так, что конкретно в данной ситуации ему было в этой яме тяжелее, чем кому бы то ни было другому из нашей всей компании. Мне бы хотелось сказать, что у нас есть комплект резины ИА-333. И хоть мы и говорим, что мы не будем ничего в Урале переделывать, но как эксперимент мы хотели бы поставить эту резину, но только на разборные диски с бэдлоками. Если, с стальным флипером внутри, ураловские диски. Если у кого-то есть возможность или кто-то знает, где их можно приобрести, то мы были бы признательны и провести такой эксперимент, потому что на этой резине Урал, как я уже теперь вижу, может дать бой практически любой технике, даже Зилу 49-72 с компанией Спастрак и даже Custom Truck Russia. Так что, если у кого-то есть какая-то информация, будем признательны. То есть мы обуем бензинку в эти колеса? Как эксперимент, да, почему нет? У нас будет 2 комплекта колес, оригинальный и резина ИА-333.
Круто, у меня даже легковой всего один. Так что пишите в комментариях, ждем ваших ответов, ваших комментариев. Всего доброго, до новых встреч.